Добрый день, дорогие подписчики и наши гости. Благодарим вас, что вы с нами. Много раз мы слышим вокруг: я уже давно не ем сахар, и мне стало гораздо легче. Но так ли это на самом деле? Все, кто следит за своим питанием, стараются есть меньше сахара. Читаем этикетки с составом. Встретив в составе продукции глюкозу и фруктозу, мы опознаем тот самый сахар, но этот сахар имеет еще множество названий. Смотрим нашу табличку, где есть наш мистер Икс. Декстроза – это сахар, полученный из кукурузы. Леулоза – второе название фруктового сахара. Меласса – черная патока, побочный продукт производства сахара. Инвертный сироп – компонент, который получают из обычного сахара путем воздействия высоких температур и кислот. В результате нагрева и окисления сахароза расщепляется на два простых сахара – глюкозу и фруктозу. И в итоге в продукте, в промышленности они содержатся в равном количестве 1:1. Основная причина использования инвертного сиропа – антикристаллизация и связь влаги. Это его свойство. В его присутствии глазури не засахариваются, выпечка дольше остается свежей, кремовые текстуры становятся более пластичными, в замороженных составляющих десертов не появляются частички льда. Сироп сорго – другое название экосахар. Это сладкий сироп, который производится экологическим способом из сахарного сорга. Он намного чище, натуральнее, безопаснее традиционного сахара, будь то сахарный песок или кусковой сахар. Сироп сорго прозрачен, обладает великолепным мягким вкусом, бархатной текстурой. Рисовый сироп – натуральный подсластитель, который все более популярен в качестве альтернативы рафинированному сахару. Его получают путем ферментации приготовленного риса ферментами, которые расщепляют крахмал на простые сахара. В результате этого получается сироп, который по консистенции и сладости похож на мед или кленовый сироп. Сироп агавы. Иногда также нектар агавы, подсластитель, производимый из нескольких видов растения агавы. Сироп голубой агавы содержит 56% фруктозы, используют для подслащения. В сиропе из агавы сальмианы подсластителем является сахароза. Сироп агавы 1,4–1,6 раза слаще сахара и может быть заменителем сахара в кулинарных рецептах. Также его используют как поливку вафель, блинов и бутербродов. Ну как ваш полный отказ от сахара? Я призываю вас научиться распознавать сахар в любом его виде и в любом его обличии. Если у вас есть сомнения по поводу состава каких-то продуктов, вы можете проверить их на сайте Росконтроля. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, и все будет только хорошо.